Дорогие друзья, сегодня я поделюсь с вами древними знаниями, которые изменили жизни тысяч людей по всему миру. Вам знакомо это чувство, что в вашей жизни чего-то не хватает? Это беспокойство, которое не дает нормально спать. То, что я собираюсь раскрыть сегодня, может стать ключом к открытию новой фазы гармонии и процветания на вашем пути. Эта буддийская практика учит, что простота самых основных элементов природы, воды и соли, таит в себе глубокие тайны, которые уже знали наши предки. Удивительно, как что-то настолько простое может оказаться таким мощным, если делается с правильным намерением и открытым сердцем. Красота этого ритуала заключается именно в его простоте. Нам не нужны дорогие или труднодоступные вещи. На самом деле, я уверен, что все необходимые у вас уже есть дома. Но прежде чем я раскрою необходимые материалы, мне нужно, чтобы вы поняли кое-что фундаментальное. Это не просто очередной ритуал, который вы будете выполнять механически. Это священный момент соединения с самыми тонкими энергиями Вселенной. Важно отметить, что этот ритуал имеет глубокие корни в буддийской мудрости, но для его практики не обязательно следовать какой-либо конкретной религии. Важно ваше искреннее намерение и открытость к получению благословений Вселенной. Вера сдвигает горы, но чистое намерение преобразует реальность. Во время нашего сегодняшнего путешествия я шаг за шагом объясню, как выполнить этот священный ритуал с соленой водой. Но сначала я хочу, чтобы вы глубоко вздохнули и спросили себя, что действительно нужно изменить в вашей жизни, что это за глубокое желание, которое вы храните в своем сердце. Помните об этом ответе, поскольку он будет иметь основополагающее значение для успеха нашей работы. Многие спрашивают меня, зачем использовать соленую воду? Ответ кроется в уникальных свойствах этих элементов. Вода во всех духовных традициях олицетворяет текучесть жизни, способность к адаптации и трансформации. Соль известна своими очищающими и энергетически защитными свойствами. Вместе они образуют мощную комбинацию для очищения, трансформации и проявления. Практика, которой я сегодня с вами поделюсь, это не просто ритуал, это инструмент личной трансформации. Каждая капля соленой воды несет в себе силу океана возможностей. И это именно то, что мы хотим пробудить в вас – осознание своей собственной силы трансформации. Прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы знали, что это знание сохранялось поколениями духовных учителей, которые глубоко понимали связь между природными элементами и нашей способностью проявляться. Не случайно в древних цивилизациях всегда существовали ритуалы, связанные с водой и солью. Самое интересное, что современная наука начинает подтверждать то, что уже знали древние. Недавние исследования показывают, как вода может хранить информацию и что соль обладает уникальными свойствами молекулярной реорганизации. Это помогает нам понять, с более рациональной точки зрения, почему этот ритуал настолько эффективен. Одна из самых прекрасных особенностей этого ритуала заключается в том, что его можно адаптировать к вашим конкретным потребностям. Если вы хотите привлечь процветание, гармонизировать отношения, улучшить здоровье или найти новую цель в жизни, соленая вода служит мощным проводником ваших самых сокровенных намерений. Залог успеха заключается в регулярности и искренности выполнения ритуала. Последовательность – это путь к духовному мастерству. Поэтому я рекомендую вам выделить для этой священной практики особый момент в течение дня. Теперь, когда мы понимаем важность и силу этого ритуала, давайте углубимся в философские и духовные аспекты, которые делают его таким особенным. Готовы ли вы сделать следующий шаг на этом пути трансформации? Даже если вы никогда раньше не выполняли никаких духовных практик, не волнуйтесь. Этот ритуал был разработан так, чтобы быть доступным каждому, независимо от его предыдущего опыта мистических или медитативных практик. Что меня волнует, так это то, что вскоре вы тоже сможете ощутить преобразующие преимущества этого древнего ритуала. И помните, путь в 1000 миль начинается с одного шага, и сегодня вы делаете этот первый шаг к более полной и гармоничной жизни. Теперь,
Когда мы понимаем цель этого священного ритуала, давайте углубимся в его философские и духовные корни. Чтобы превратить воду в лекарство, нам сначала нужно понять природу реки. Эта древняя мудрость предлагает нам понять не только как, но и почему каждого элемента этого ритуала. Вода в своей глубочайшей природе является элементом памяти и трансмутации. Древние буддийские мастера уже поняли, что он обладает уникальной способностью поглощать, хранить и передавать тонкие энергии. Когда мы соединяем чистую воду с солью, мы создаем особое энергетическое поле, способное усилить наши самые глубокие и искренние намерения. В буддийской традиции существует концепция под названием «дхамма», которая представляет собой универсальную истину, естественный закон вещей. Выполняя этот ритуал, мы подчиняемся этому естественному закону, позволяя энергиям течь гармонично в нашей жизни. Это похоже на настройку частоты радио, чтобы идеально настроиться на нужную станцию. Соль, в свою очередь, несет в себе глубокую символику практически во всех древних культурах. В эзотерических традициях он считается элементом защиты и очищения. Когда мы растворяем соль в воде, мы создаем тонкое силовое поле, которое помогает растворить энергетические блокировки и открывает путь к новым возможностям. Написание своего имени и намерений – это не простой механический жест. Каждое письмо, написанное сознательно, это материализованная молитва. Когда вы пишете свое имя, вы создаете мост между материальным миром и духовным миром, устанавливая прямую связь с универсальными силами проявления. Интересно наблюдать, как современная наука начинает подтверждать эти древние знания. Недавние исследования памяти воды, проведенные известными учеными, показывают, что молекулярная структура воды может быть изменена намерениями и мыслями. Это помогает нам понять, с более рациональной точки зрения, почему этот ритуал настолько силен. Одной из важнейших философских основ этого ритуала является концепция непривязанности. Когда мы помещаем свои намерения в соленую воду, мы символически отдаем свои желания Вселенной, доверяя божественному времени и высшей мудрости, которая управляет всем сущим. Секрет не в том, чтобы просить, а в том, чтобы доверять. Ритуал также работает с буддийским принципом кармы или законом причины и следствия. Когда мы выполняем эту практику с чистотой намерения и благодарностью, мы сажаем семена позитива, которые естественным образом расцветут на нашем пути. Это похоже на садовника, который тщательно подготавливает почву перед посадкой семян. Фундаментальный аспект, который мне нужно подчеркнуть, это важность регулярности на практике. В буддийской философии существует понятие «бхавана», что означает совершенствование или постепенное развитие. Как дерево не вырастает за одну ночь, так и наша духовная эволюция требует самоотверженности и постоянства. Ритуал с соленой водой воздействует на несколько уровней сознания. На физическом уровне вода и соль очищают и балансируют. На эмоциональном уровне они растворяют блокировки и страхи. На ментальном уровне проясняют мысли и намерения, а на духовном уровне они укрепляют нашу связь с Божественным. Красота этой практики в ее универсальности. Вода не знает религии, расы или возраста, она просто течет и трансформируется. Этот ритуал может практиковать каждый, кто ищет более глубокую связь с силами природы и собственной божественной сущностью. Прежде чем мы перейдем к практическим аспектам ритуала, я приглашаю вас поразмышлять о своем собственном духовном путешествии. Как вы связаны со священным в своей жизни? Какие трансформации вы хотите осуществить? Держите эти вопросы в своем сердце, пока мы готовимся к практической части этого учения. Самое главное, что следует помнить, это то, что у каждого человека будет свой уникальный опыт проведения ритуала. Подобно волнам океана, которые все разные, но являются частью одной и той же воды, каждый практикующий найдет свой собственный способ соединиться с этой древней мудростью. Давайте теперь перейдем к особому моменту – подготовке нашего священного ритуала. Подготовка так же священна, как и сам ритуал. Я проведу вас через каждую деталь,
чтобы вы могли создать идеальные условия для этой преобразующей практики. Во-первых, давайте поговорим об окружающей среде. Выберите место в своем доме, где вы чувствуете себя спокойно. Это не обязательно должна быть целая комната, это может быть просто особый уголок. Чтобы подготовить это священное пространство, вам понадобятся некоторые основные элементы. Стеклянная или прозрачная стеклянная емкость, избегайте пластика, минеральная или фильтрованная вода комнатной температуры, крупная или морская соль, не используйте рафинированную соль, лист белой бумаги и ручка с синими или черными чернилами. В простоте элементов мы находим глубину священного. Очистка окружающей среды имеет важное значение. Перед началом проведите небольшую уборку выбранной локации. Нет необходимости проводить глубокую уборку, важно, чтобы пространство было организованным и приятным. Если возможно, откройте окна, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Свежий воздух помогает возобновлять энергию в окружающей среде. Необязательный элемент, но который может значительно обогатить ваш опыт, это белая свеча. Если вы решите использовать свечу, убедитесь, что она находится в надежном держателе. Время суток также важно. Идеально проводить ритуал во время восхода или заката солнца, когда природные энергии находятся в переходном состоянии. Однако, если это время вам неудобно, выберите время суток, когда вы сможете по-настоящему присутствовать, не торопясь и не перебивая. Ваша личная подготовка также важна, как и подготовка окружающей среды. Перед ритуалом примите расслабляющую ванну, по возможности добавьте в воду для ванны несколько ложек крупной соли. Носите удобную, легкую одежду, желательно светлых тонов. Чистое и удобное тело – это храм, восприимчивый к божественным благословениям. Ключевым аспектом подготовки является психическое и эмоциональное состояние. Уделите несколько минут глубокому дыханию и успокоению ума. Удивительно, как эти несколько минут могут полностью изменить нашу энергию. Также подготовьте свое сердце, взращивая чувство благодарности. Прежде чем начать ритуал, будьте благодарны за то, что нашли это знание и за возможность трансформации. Благодарность подобна ключу, открывающему двери к благам Вселенной. Если у вас есть алтарь или специальный стол, вы можете украсить его природными элементами, такими как кристаллы, цветы или растения. Прежде чем приступить к работе, важно все подготовить. Заранее разделите материалы и убедитесь, что они чистые и в хорошем состоянии. Чашка должна быть безупречно чистой, бумага без складок и пятен, ручка с достаточным количеством чернил. Если вы живете с другими людьми, сообщите, что вам понадобятся минуты уединения. Уважение к вашему священному пространству имеет основополагающее значение для успеха ритуала. Также важно количество соли и воды. Используйте примерно 1 столовую ложку соли на каждую чашку воды. Важно не количество, а качество вашего намерения при подготовке элементов. Некоторые практикующие любят включать тихую музыку во время подготовки. Если это ваш случай, выберите спокойные инструментальные мелодии, желательно звуки природы или буддийские мантры. Музыка может помочь создать атмосферу, способствующую ритуалу. Последний аспект подготовки, но не менее важный, это четкое определение ваших намерений. Прежде чем приступить к самому ритуалу, уделите несколько минут глубокому размышлению о том, что вы хотите воплотить в своей жизни. Ясное намерение, подобно меткой стреле, оно идет прямо в цель. Настал самый особенный момент нашего путешествия – выполнение священного ритуала с соленой водой. Каждый жест в ритуале – это танец с божественным. Я буду шаг за шагом вести вас в этой преобразующей практике, делясь секретами, которые я узнал от мудрейших учителей. Начните с того, что возьмите белый лист бумаги, который вы отделили, и синей или черной ручкой напишите свое полное имя в центре. Под своим именем вы напишите свои намерения. Но будьте осторожны, это не просто список пожеланий. Пишите от всего сердца, а не от своего эго. Например, вместо того, чтобы писать «я хочу зарабатывать деньги»,
Напишите «Я привлекаю процветание и изобилие, чтобы служить высшему благу». То, как мы выражаем свои намерения, имеет основополагающее значение. Следующий шаг – подготовка соленой воды. Возьмите чистую стеклянную чашку и наполните ее фильтрованной или минеральной водой. Помешивая воду и соль, визуализируйте золотой или серебряный свет, окружающий стекло. Удивительно, как мелкие детали могут улучшить ритуал. Теперь наступает решающий момент – сложить бумагу со своим именем и намерениями. Делайте это очень осторожно и благоговейно. Нам следует складывать бумагу к сердцу, а не наружу. Это символизирует то, что мы усваиваем наше намерение, позволяя им укорениться в самых глубинах нашего существа. Прежде чем опустить бумагу в воду, подержите ее несколько минут возле сердца. Эта эмоциональная связь имеет основополагающее значение для успеха ритуала. Погружая бумагу в соленую воду, делайте это осторожно, как будто вы передаете священное послание Вселенной. Момент соприкосновения бумаги с водой подобен поцелую между материальным и духовным. Наблюдайте, как бумага начинает впитывать воду, каждое движение имеет смысл. В течение всего процесса сохраняйте дыхание спокойным и глубоким. Как будто каждый вздох – это тихая молитва. Чашка с соленой водой и бумага должны оставаться на вашем алтаре или священном месте не менее 24 часов. В течение этого периода ожидания не прикасайтесь к стеклу и не перемещайте его. То, что находится в процессе трансформации, нуждается в пространстве, чтобы проявиться. Это похоже на духовную готовку, каждый момент имеет значение для конечного результата. Спустя 24 часа настало время завершить ритуал. Примите чашу с почтением и благодарностью. Мы должны сливать воду в естественном месте, она может быть в растениях, на земле или в проточной воде. Никогда не выливайте в канализацию или унитаз. Выливая воду, произнесите благодарственную молитву. Бумагу, используемую в ритуале, можно хранить в специальном месте или безопасно сжечь. Если вы решите сжечь его, делайте это с большой осознанностью и осторожностью, визуализируя, как ваши намерения превращаются в свет и распространяются по всей Вселенной. После завершения ритуала потратьте несколько минут на медитацию или просто дышите в тишине. Тишина после ритуала так же священна, как и сам ритуал. Именно в этот момент энергии начинают двигаться в вашей жизни. Теперь давайте изучим один из самых увлекательных аспектов этой священной практики – как интерпретировать знаки и результаты, которые Вселенная посылает нам после ритуала. Каждая синхронность – это послание Божественного, нам просто нужно иметь глаза, чтобы увидеть, и сердце, чтобы понять. Первые признаки обычно появляются во сне. Поэтому я рекомендую держать рядом с кроватью блокнот, чтобы записывать свои сны, как только вы проснетесь. Одно из самых частых проявлений после ритуала – глубокое ощущение внутреннего покоя. Важно понимать, что трансформации не всегда происходят так, как мы ожидаем. Вселенная всегда дает нам то, что нам нужно, а не обязательно то, что мы хотим. Иногда то, что кажется препятствием, на самом деле является скрытым благословением, возможностью для роста. В процессе проявления вы можете испытать то, что буддисты называют кармическим очищением. Признаки эффективности ритуала могут проявляться в самых разнообразных формах. Мы должны быть внимательны к значительным совпадениям, неожиданным встречам, внезапным возможностям и даже небольшим событиям, которые, кажется, точно отвечают нашим намерениям. Вопрос времени также является фундаментальным. Божественное время отличается от человеческого. Некоторые намерения проявляются быстро, другим нужно больше времени, чтобы созреть. Секрет в том, чтобы сохранять доверие и благодарность, сколько бы времени это ни заняло. Интересный аспект, который я заметил, заключается в том, как ритуал одновременно влияет на разные сферы жизни. Непрерывность практики необходима для получения устойчивых результатов. Важное открытие, которое делают многие практикующие, касается важности благодарности. Благодарность – топливо изобилия.
Чем больше мы благодарны за малые проявления, тем больше мы открываем путь к большим благословениям. Интересно наблюдать, как ритуал может пробудить нашу интуицию. Многие практикующие сообщают о значительных изменениях в своей жизненной энергии. Внутренняя трансформация также важна, как и внешнее проявление. Интересный феномен, с которым сталкиваются многие, это волновой эффект благословений. Когда мы открываем канал света в своей жизни, это приносит пользу не только нам, но и всем вокруг. Члены семьи и близкие друзья также часто начинают замечать положительные изменения в своей жизни. Всегда помните, что у каждого человека будет свой уникальный опыт проведения ритуала. Госпожа Александра Волкова делится драгоценной мудростью. Ритуал подобен семени, каждый пожнет разные плоды в зависимости от своего внутреннего состояния. Важно оставаться открытым и восприимчивым к бесконечным возможностям, которые предлагает нам Вселенная. Теперь я хочу задать вам несколько важных вопросов, что мешает вам начать эту практику сегодня. Какие изменения вы хотите увидеть в своей жизни в ближайшие месяцы? Представьте себе, что через год вы будете регулярно практиковать этот ритуал, как бы вы себя почувствовали. Какие истории трансформации вам придется рассказать? Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько возможностей для перемен мы упускаем из-за страха или неверия? Знания, которыми я поделился с вами сегодня, способны изменить жизни. Я видел, как это происходило сотни раз. Но помните, знание без действия подобно семени, которое никогда не было посажено. Не позволяйте этой мудрости оставаться лишь в теории. Начни сегодня, начни сейчас. И знаете, что самое невероятное? Вы не одиноки в этом путешествии. Наше сообщество растет с каждым днем, и люди делятся своим опытом, знаниями и трансформациями. Поэтому я приглашаю вас стать частью этой духовной семьи. Если этот контент тронул ваше сердце, если вы почувствовали, что нашли здесь что-то особенное, нажмите кнопку подписки прямо сейчас. Включите колокольчик, чтобы не пропустить ни одно из наших предстоящих видео о священных ритуалах, духовных практиках и древней мудрости. Поделитесь этим видео с тем, кого вы любите, с тем, кто нуждается в переменах в своей жизни. Духовное знание подобно свече. Когда мы зажигаем другие свечи, наш собственный свет не тускнеет. Наоборот, вместе мы сияем ярче. И не забудьте оставить в комментариях, какая часть этого ритуала привлекла ваше внимание больше всего? Какую трансформацию вы хотите осуществить в своей жизни? Ваш опыт и слова могут вдохновить других начать собственный путь трансформации. Увидимся в следующем видео, где еще больше древней мудрости осветит ваш путь. Пусть Вселенная благословит ваше путешествие, пусть свет направляет ваши шаги, а соленая вода станет порталом безграничных возможностей в вашей жизни.